Оборона применяется с целью сорвать или остановить наступление противника, удержать важные зоны, районы, рубежи и объекты, сковать превосходящие силы неприятеля, создать условия для перехода в наступление. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Snowy Drought. На нижней позиции Бойко, стелс-генерал Гла, принц Кассат. Сверху Маракар, американский авиационный генерал Грейнджер. После просмотра попрошу вас написать комментарий, оставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что, друзья, челлендж до 6 побед, призовой фонд неизвестен, счет 1-0 в пользу Бойко. Либо Маракар счет сравнивает, либо Бойко увеличивает свое преимущество. Запасайтесь напитками, игра будет долгой и, на мой взгляд, интересная. Ну что, поехали. Стелс. Саплай есть, саплай сверху также ставится здесь на коробке. Налево Бойко пока не пошел. Есть военный завод, казарма, есть подрывник. Вполне возможно, Бойко готовит подрыв. Рабочий налево, рабочий пошел в центр. И рабочий также справа дает позицию как раз под домиков. Ракетчиков можно в этот домик как раз таки и посадить. Поехала техничка вперед. Она, как я понимаю, не пустая. Да, там один юнит. Вполне возможно, это тот самый подрывник, который вот тут стоял. Что же касаемо Маракара. 2 саплая, электростанция и 3 филда. Я так понимаю, что мы увидим. Да, все верно, мы увидим сейчас спам Команчей. Поехал дозер отменять позиции. Есть подрывник технички и подрыв. Подрыв дозера, и получается, что сейчас из строителя у Маракара остается только один. Вот он на базе сейчас стоит и ставит как раз таки третий филд. Рабочего отменили, Команч возвращается обратно на базу. Также здесь на центре рабочий есть, его также Маракар и отменяет. Все видит верхний боец. Рабочий побежал налево от Бойки. Вполне возможно выходить сейчас уже в третий ресурсный центр. Напоминаю, у Бойки их уже 2. Ну и ставятся стингеры. Ставятся стингеры, выйдет Бойко, что идет спам Команчи, -1 уже сейчас произошел, квады вовремя вышли, ну и тем временем Маракар отменил постройку стингер позиции. Но рабочих на саплае много, поэтому можно не бояться, просто подводить нового рабочего и ставить дальше свою позицию в виде стингера. Налево ставится нора, вполне возможно, скоро мы увидим здесь и ресурсный центр. Ну и уже 3 Команчи летает на центре, подлетает Маракар и вновь отмена постройки стингер позиции. Пробивается тем временем Норка, но все-таки решается выйти Бойко и практически убил все-таки Команч. Команч падает, пилота бы желательно также добить. Подрывник, кстати, здесь бегает на защите, но подрывник уже здесь как таковой-то и не нужен, потому что один воздух только работает. Вновь наращиваются рабочие из саплай, потому что ранее они были отменены. Ну и залетает Команчи уже налево. Минус. Рабочий выходит квад. Норка была в стелсе. Ну и Команчи отступили, но возвращаются все-таки обратно. И я так понимаю, Маракар, да, решается убить эту сеть. Убить эту сеть тоннелей. Ну и до талого Норку уничтожать не удается, пока Бойке на левом фланге-то закрепиться. Но, по крайней мере, справа добывает. Сверху также добыча идет. Все, в принципе, тут под защитой. Ну и еще 2 Команчи добавляется. Суммик становится 5. И Маракар решается все-таки. Решается на выпад. Минус квад, -2, -3. Ну и -2 Команча. Пилота также надо ликвидировать, естественно, не оставлять их здесь, чтобы не было разведки. Ну и минус подрывник, а тем временем бежит угонщик от Бойки. Бойко заказал себе угонщика, и я так полагаю, что дозер будет искать. Дозер-то остался у Маракара один. Ну и было бы, наверное, неплохо Маракара сейчас без дозеров-то оставить. А тем временем вновь наступление Команчи. Минус тоннель. Снова отмена позиции. Также пробьет здесь Маракар по стингеру. Хотя, наверное, больше по рабочим тут пробил. Да, -2 рабочих. Было их тут в сумме 6. Ой, даже многовато, на мой взгляд. 5 рабочих на саплай. Этого вполне достаточно. Справа позиции еще больше дает Нор Бойко. Но Маракар все видит. Подвел чинук. Защищается от ракет. Ну и минус. Минус Норка. Домик, я так понимаю, также будет пробивать. Успел рабочий, точнее, ракетчик прибежать здесь под бункер. Бункер будет садиться. И вполне возможно, даже можно попробовать через контрол вообще выбить НПЗ. Можно убить вышку, что в будущем Маракар ее не захватил. Тем временем угонщик-то добегает. Слушайте, и Бойко-то видит уже этот дозер. И неужели сможет в эту коробку-то прорваться все-таки, а? Тем временем выбиваются позиции здесь справа. И все-таки угонщик добегает до дозера. Все, Маракар остался без строителей. Выбивал здесь дом, выбивал нору, но остался без бульдозеров. А Бойко дает
каркас электростанции. Подбегает рабочий, начинает энергию эту возводить. Дозер ликвидировали. Можно было попробовать здесь еще дать нору, но команчи были слишком близко. Маракар все видел, поэтому эта норка бы не увенчалась успехом. А тем временем техничка поехала по левому флангу. Там 2 юнита сидят. Вполне возможно, это какой-нибудь очередной подрыв. И может быть даже электростанция, а может и ракетчики. Но хотя, что делать этим ракетчикам? Залетали команчи. Ведь пробивать те же самые чинуки не удастся. У чинуков есть контрмеры от ракеты. И я так полагаю, что да, это подрыв электростанции. И все, американец остается без энергии. Также пробивается Раптор. А тем временем залетает Маракар. И также Глашнику выпивает энергию. И получается, что спам сейчас у Бойки опять медленнее становится. А с энергией, конечно, был-то побыстрее. Да и Нуры возводились быстрее, и Стингеры, да и все постройки, в принципе, достаточно быстро бы строились. Но все-таки энергии не суждено было долго прожить. Команчи прилетели от Маракара, эту энергию уничтожили. Квады выходят налево. Также бежит рабочий. Пытается Бойко все-таки как-то закрепиться на левом фланге, но пока не дают. И вновь Маракар залетает, пробивает нору. Подлетает здесь Чинук. Будет защищать Команчи от Стингера. Также справа здесь работают ракетчики. Но падает здесь все-таки Чинук. Отмена также норы. Отмена постройки Стингера. Один Стингер уничтожается. Уничтожается также рабочий. Нужно квады вести. Квады идут вперед. И один Команч-то падает. И почти добил Саплай. Второй Команч также упал. И Саплай все-таки ликвидирован. Удалось сократить Маракару экономику Бойки. И Бойко остался с одним саплаем. Но все-таки получается возвести второй слева. Да, практически он уже готов. И я так понимаю, что Бойко готов. Да, Бойко готовится к захвату вышки. И причем не то, что готовится, он уже это делает. То есть изучен захват, и вышка сейчас захватывается. То есть Бойке уже, возможно, сейчас будет полегче, но ничего подобного. Слева вновь залетают Команчи, минус нора и минус каркас ресурсного центра. Ну, по-моему, Бойко даже его успел отменить постройку, и деньги вернулись обратно на счет. Подходит рабочий, и вновь не удается поставить стинг. Ну какой Маракар все-таки, а? Ну как ему удается контролировать практически все, что происходит на карте? И это такой-то ситуации. Без строителей остался боец, и просто с 3 филдов спамит Команчи. С 2 саплаев добывать. Есть казарма. Справа, кстати, был уничтожен бункер. Там сидел ракетчик от Гла. И просто все здесь ликвидировано. Готовится также и Маракар, слушайте, к захвату. Да, есть изученный захват. Есть рейнджер. И скоро будет вышка в активе у американца. 2 саплая. Но мне кажется, есть смысл заказать по чинуку из каждого саплая и отправить просто их на коробке. Все равно Глашник зажат. Да если он туда и доедет квадами, то я думаю, что это еще будет не скоро. Залетают Команчи налево. Также появляется стелсный истребитель. Все верно, почему бы и нет, просто пробивать по норам и выселять оттуда все юниты, которые там находятся. Бойко захватил себе нефтеперерабатывающий завод, ведет рабочего, будет также ставить здесь позиции, я так полагаю. Ну и все, вновь очистка. Вновь очистка левого фланга, Команчи плюс стелс-истребитель работают, не дают Бойке как-то разожраться в плане обороны. Ну, рабочий опять побежал, саплай ставит. Ну и тут Маракар, все он видит. Бойку зажали, и зажали достаточно сильно. Минус Стингер. Пробиваются ракетчики, но квады подлетают, и почти забрал Бойко сейчас Команч, но не вышло. Норка пока еще жива. Ставится нора справа под вышку. Ракетчиков можно посадить в бункер. Но здесь есть, да, уже достаточно много, причем ракетчиков. Но я думаю, что к этому времени Маракар уже изучил меры под ракеты. Я думаю, что так и есть. Да, все верно. Есть уже контрмеры против ракет, поэтому ракетчики как таковые ему не страшны. Залетает Маракар, минус стелс-истребитель. Минус также Команч. Успел Бойко выйти. Пилота нужно уничтожить, конечно же. Поэтому не удалось Маракару залететь и опять отменить здесь ресурсный центр. Все-таки смог Бойко закрепиться. Также ставится каркас Стингер позиции. Много квадов слева, поэтому пока сюда подлететь не получится. А Маракар захватывает позиции в центре. Он захватывает арт-платформу. Напоминаю, что здесь их в центре 2, плюс есть рем-мастерская. Почему Маракару бы и не захватить все эти как бы позиции, да, они сейчас, мне кажется, пригодятся верхнему бойцу. Мне кажется, что сейчас верхнему бойцу пригодится все, он не может поразвиваться. Кстати, появляются уже снайперы от американца, уже 3-й ранг далеко позади, уже 4-й, и отменяет Маракар опять позиции. Бойки, минус Стингер, минус нора, и залетает направо. Залетает направо, пробивает здесь Стингер, пробивает нору, но нора пока живет, квады вовремя вышли, плюс ракетчики помогли, и пока вышка и НПЗ живут, но Маракар залетает уже прямо на базу к Бойке, уже на центр, но теряет Команч.
Да, норку практически закрыл, но она отстроится. Бойко держится. Засел, я так понимаю, сейчас стелс в оборону. И просто сейчас будет обороняться, ждать, пока у Маракара не закончатся деньги, я так полагаю. Но у Маракара еще достаточно много ресурсов. Плюс есть вышка, есть скидка на юниты. И плюс вот еще есть ведь коробки. Если в Бойке не получится как-то закрепиться еще на этих коробках, то я думаю, Маракар и тут начнет добывать. А там с 3 филдов спамить авиацию и пытаться своего соперника давить. У Бойки пока все нормально. В принципе, у него справа сапплай, слева сапплай качать, есть вышка, также есть скидка. Он дефается вовсю, надо бы побольше, наверное, дать стингеров. И дать, может, даже и второй военный завод. И просто спамить тучу квадов и пытаться защищаться. И просто ждать. Но Маракар ждать не намерен. И он залетает. Он залетает направо, уничтожает здесь нору, но есть нора прямо под бункером. Хорошая нора и минус 3 команча разом, но залетают рапторы. Залетают рапторы, один потерян, ну и минус вышка. Маракар зациклен, я так понимаю, на том, чтобы сейчас просто сократить как можно сильнее экономику Бойки, чтобы ему просто не с чего было спамить эти самые квады. Бойко не стал выходить во второй военный завод, ему одного вполне хватает, он выходит во дворец. Много ракетчиков, стингеры, достаточно много нор по всему периметру здесь базы, чтобы можно было как-то удобно маневрировать, успевать против команчей сражаться. Пока экономика есть, но ведь она когда-то может и закончиться, поэтому нужно что-то решать. Снайперы стоят, ух ты, уничтожается скидка. НПЗ уничтожена, соответственно, скидки больше на юниты не будет. Маракар расставляет снайперов, чтобы никакой рабочий, я так понимаю, не пробежал на ресурсы, никуда никакой шальной не пробежал на базу. Все, Маракар видит, и справа залетает, и минус нора, минус ракетчики, ну и минус 2 команча. Ну и слушайте, плюс еще и кинграпторы залетели направо, пробили здесь бункер, и с помощью команча закрывается нора. Ракетчики также ликвидированы. Справа на холме все позиции Бойки уничтожены, но база пока живет. Ставится дворец, спамятся квады, везде задефан пока что Бойко и сидит в обороне. Просто сидит в обороне и ждет, пока Маракар просто иссякнет. Пока у него закончатся все деньги, потом закончатся все команчи, и он просто сдастся. А будет ли такая ситуация? Это, конечно, большой вопрос. Спамится пехота. Не знаю, может быть, скоро очень много пехоты еще пойдет по земле просто штурмовать Бойку. Но пока этого не происходит. Снайперы стоят, может, даже и будет смысл их поближе подвести, уничтожать ракетчиков в стингерах, чтобы они не били по команчам. Бойко, точнее Маракар, пока стоит. Ну и полетел уже даже чинук на вот эти вот коробки добывать. И вот как раз таки уже снайпер стреляет. Да, вот он тот самый рабочий, который хотел вперед побежать. Но тут снайпер, и залетают рапторы. Залетают рапторы, сразу потеря этих рапторов, но минус 2 команча. Опять Маракар хотел залететь, но я бы не сказал, что удачно. Ну, хотя тут, по-моему, 4 квада все-таки убил, ну и минус команч, ну и минус 4 раптора. Поэтому, мне кажется, размен-то практически одинаков. Практически. Ну и ставится черный рынок. Пока только фейковый. Но я думаю, что Бойко его скоро сделает настоящим. Ну, можно еще один вот тут где-нибудь поставить. Но места-то больше нету. И залетает вновь Маракар. Даже чинуки сюда ведет, чтобы защищаться от ракет. Ну и квады, слушайте, помогают. И много. Много теряет юнитов-то Маракар. Очень много, на мой взгляд. Нужно улетать, нужно уходить. Маракар. Не удается ничего сделать. Тут еще и дворец наяривает. Много очень и квадов, и ракетчиков. И достаточно сильно сейчас прострадал Маракар. А Бойко-то что? Да ничего, по факту, у него все здания на месте. Сапплай справа, кстати говоря, кончился. Попытка залететь, я бы не сказал, чтобы сверх была удачна. Нужно срочно выводить квады, защищаться против команчи. Они ведь залетают на левый фланг, уничтожают норку и уничтожают стингер. Но 2 команча Маракар сейчас теряет. Подошел достаточно близко снайпер и ликвидирует ракетчиков в стингере. Вновь залетают команчи. Ой-ой-ой-ой, квады, аккуратно. Аккуратно нужно быть, и все-таки они решались выйти, но и вовремя успели зайти. Очищаются позиции слева, несмотря на большие потери от Маракара. Маракар все-таки делает свою работу. Еще минус 3 команча, правда, ну и квад это подчищает. А позиции-то кончаются здесь, на левом фланге.
И минус Стингер, и все, сапплай-то открыт. Да, здесь еще с норы выходят квады, пытаются как-то команчам противостоять, но они все равно, я так понимаю, залетят. Минус рабочий. Рабочий не может достроить на руну, и пробивается сап. Нельзя Бойке терять сапплай, ведь это единственный, который еще приносит какую-то хоть экономику глашнику. Да, есть черный рынок, но на одном черном рынке много ты не наспамишь. А у Маракара-то все в этом плане прекрасно. Да, он чинуки уже отправляет на дальняк. Слева у него уже ресурсы позаканчивались. Справа также вышка живет. Ну, он просто гонит чинуки вперед на эти коробки. Но если все-таки Бойко сможет как-то пережить вот эти коробки, то есть о чем я говорю? О том, что они когда-то ведь закончатся. Если Бойко как-то это переживет и сможет достаточно много убить Команчи Маракару, то, может быть, даже получится как-то уже какую-то атаку. Может быть, даже до скрытой атаки дожить Бойке было бы неплохо. И просто вывести юниты на базе и уничтожить филды. И тогда, наверное, и все уже будет Маракару. То есть нужно держаться. Нужно пытаться как-то пережить вот эти все атаки от Маракара. Но не знаю. Получится ли. Слева, кстати, сапплай был. Бойки-то не добит до конца. То есть он сейчас стоит на 0%. Не получается никак отстроиться, потому что стоит снайпер и просто отстреливает рабочих. Пытаются здесь как-то Команчи залететь, но уже справа. Распродал Бойко свой ресурсный центр. Есть квады, залетают опять рапторы. Рапторы сразу же потеряны, но минус 2 квада, я так понимаю. Да, опять залетают Команчи на левый фланг. Не дают поставить Стингер позицию, но квады на страже. Квады на страже, Команчи отгоняется, сапплай по-прежнему не отстроен. У Бойки нет экономики. У него из экономики только черный рынок. Наспамить с черного рынка одного, это, ну, очень даже тяжело. И, слушайте, рабочие еще к этому моменту-то кончаются. Вот рабочий справа и рабочий слева. Все, это последние два рабочие у Бойки. У него ведь нет больше ни сапплай, ни командного центра. Команчи залетают справа. Пробивают... Стингер пробивают нору. Минус также ракетчики, но квад стоял и минус 1 Команч. Слушайте, ну нора полностью закрывается. Есть тут еще одна. Квады выходят. Но успевает Маракар отступить. Вот рабочий справа. Все. Слева рабочий был ликвидирован, скорее всего, снайпером. Рабочего-то надо беречь. Он еще и тут наполовину наполучал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неужели сейчас Бойко еще и останется без строителей? И вот это все, что у него останется от базы. Ну как же так-то? Бойко, спасай рабочего срочно в норку. Конечно, его пускай он там подхиливается. Выводить откуда-нибудь отсюда. Правильно, все верно. И вести на сапплай. Как-то пытаться его отстроить. И минус квад. Минус радарный фургон. Боже мой, ну как же в нижнему бойцу-то тяжело. Ну как же удержаться-то в такой ситуации. Ну как же, коробки потихоньку-то кончаются. Да, Маракар здесь выбирает их достаточно быстро. Но ведь у него еще есть вышка. У него еще есть вышка, у него 3 филда, у него есть казарма, есть снайпер. Ну, может спамить и спамить, по крайней мере, до тех пор, пока у него не кончится экономика. Неплохой флоат держит, практически 4500. Не знаю, Бойко зажат еще сильнее, а сапплай все-таки удалось поставить. Спамится здесь рабочий. Я сейчас понимаю, я так понимаю, что сейчас будет отстроена норка опять. Да, квады пока контролят этот момент. Здесь достоят, плюс есть Стингер справа, есть также дворец, который не пустой. Давайте посмотрим, сколько там. 5 ракетчиков сидит, то есть это, в принципе, очень даже такая хорошая крепость, такая защита сейчас у Бойки на базе. Но Команчей было меньше, и вновь их много. То есть постоянный спам с 3 филдов экономики. Маракару хватает. Плюс есть Раптор, есть пехота. В принципе, ситуации выглядят примерно одинаково. Маракар остался без строителей, он не может развиться. Бойко очень сильно зажат, экономика также у него, в принципе, страдает, как и у Маракара. У Маракара вот коробки, ему приходится летать на дальняк. Ну и вышка, правда, есть. Хотя я, наверное, даже могу ошибиться в этом плане. Все-таки с экономикой у Маракара, по крайней мере, по сравнению с Бойко, полный порядок. И залетают, и вскрывают дворец. Просто сейчас воздушные юниты от Маракара. Просто залетели рапторы, залетели Команчи, и просто в секунду дворец был уничтожен. Военного завода также нет. Вновь военный завод отстраивается. Ставится еще одна нора. Есть Стингер справа. Но здесь Стингера-то нет. Но похоже, что от этого Стингера уже никакого толку, потому что есть и меры против ракет, есть снайперы у Маракара. Ну, квады, правда, стоят. Сейчас вот близко подойти к этим Стингерам-то не получится. Не знаю. Бойко все сильнее и сильнее зажат. Но если Бойко это переживет как-то, опять Команчи справа залетают. Если Бойко это переживет, но это будет просто что-то невероятное. Но правда, пережить-то нужно. Вот, коробки.
просто пережить коробки, а на сапплае сейчас осталось у Бойки еще 17 850, в принципе, денег-то хватает. Вот как-то задефаться здесь, на этом холме, как можно сильнее, и просто сидеть и ждать, я так понимаю. Может, какой-то подрыв попробовать провести. Ну, не знаю, если Маракар так хорошо контролирует все по карте, то он увидит просто эту техничку, потому что тут снайперы стоят. Если она откуда-нибудь даже отсюда поедет, будет пытаться филд подрывать. Ну и Команчи опять же слева. Справа пехота стоит. И в центр пехота также выходит. Просто происходит сейчас окружение базы Бойки. Справа также летают здесь рапторы плюс истребитель стелс. То есть выйти просто невозможно. Бойка сейчас, вот он, вот на этом холме, прикрыт вот всем, чем только можно, сидит и ждет, чем же все это закончится. Обороняется, опять залетают Команчи, минус 2 квада, но отстроилась хотя бы нора. И сразу же снайпер ликвидирует ракетчиков. Рабочий норку подхиливает, благо, что сейчас хотя бы есть ресурсный. И залетает пехота, сейчас заходит, залетают рапторы и практически уничтожит черный рынок. Я думаю, что пехота его сейчас, да, все верно, до конца добьет. Все, справа позиции также закрываются. Осталось тут только 2 норы. Ракетчик минусуется, есть снайпер. Один хотя бы успевает уйти. Тяжело Бойке. Бойко надо держаться. Я не знаю как, из каких сил, но нужно терпеть. Ресурсы у Маракара на исходе. Пачка достаточно, конечно, огромная. Но если эту пачку как-то Бойко перебьет, вот как-нибудь, я не знаю просто какими силами. Ну вот, минус 4 Команча, хорошо. Минус 4 Команча сейчас от Маракара. Флуат 2,5, флуат сокращается, спамится во всю пехота. Ну, из самолетов сейчас только один раптор, но спам Команчи постоянной пехоты достаточно много. Как-то надо терпеть. Ресурсы у Бойки вроде бы как еще какие-то есть, то минус еще одна нора, но выцепил один Команч. И пошел, я так понимаю, Маракар на финальный штурм уже, что ли? А получится ли? Маракар пробивается сапплай последний. Это вся экономика Бойки. Нужно попытаться как-то его сохранить. Команчи пока отлетели, вышли квады. Минус снайпер, минус рейнджер. Пробиваются ракетчики, но Команчи все-таки решаются залететь, потому что это последние юниты Бойки. Он мог еще попытаться, мне кажется, но вот теперь это уже финал. Это финал этого сражения. Закрывается военный завод, пытаются тут ракетчики еще как-то противостоять. Казарма закрывается, и Бойко терпит поражение. Мы победили. Знаете, каждый раз, когда я смотрел этот реплей, а посмотрел я его достаточно много раз, я каждый раз думал, что Бойко все-таки как-то выдержит вот этот натиск. Вот, хотя я уже знал исход этого сражения, но каждый раз я верил. Я верил, что что-то вдруг поменяется, и Бойко все-таки сможет убить армию Маракару. У Маракара закончатся деньги, и Бойко просто в такой ситуации приедет оставшимися юнитами и уничтожит Маракара. Но этого не произошло. Бойко терпел, Маракар давил и все-таки смог уничтожить Гла. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.